Ну как, мои хорошие, звук есть? Звук есть или нету? Вот меня ничего не выбивает из колеи, где я могу на что-то, как это назвать, повлиять. А на звук я не могу повлиять, и я не знаю, как реагировать вообще. Так, сейчас я возьму. Вот это вот возьмем. Резиночку. Сейчас мы с вами сошьем. Как они называются? Джинсики. Я купила такую тоненькую. А где она у меня? Ха-ха-ха. Купила. А где она? Понятно. Неужели не отрезали мне ее? Ладно. Так, ну что, мы с вами, наверное, люди не выдержали. Мы с вами сейчас шьем штанишки, маленькие такие штанишки для нашей блузочки. И сразу же начнем. У меня здесь обычный трикотаж, кулирка. Обычный. И, знаете, я не буду делать шов у него сбоку. Пускай они будут такие лосины, бесшовные. Вот так складываем. И я их сделаю такими покороче. Обводим. Два раза обводим, в общем. Так, теперь сделаем припуски прям махонькие. По 0,5 здесь сделаю. Здесь 0,2. А здесь вообще не буду делать припуски. Так, тут то же самое. А сверху сделаем чуть-чуть припуск для резиночки. Снизу тоже капельку сделаем припуск. И начинаем шить. Ой. Сначала нам нужно низ прострочить. Я буду его строчить, знаете, каким швом? Швом. Вот как он называется? Короче, тройной шов. Он такой эластичный тройной шов, чтобы у меня не распоролось ничего. Ой, слово ушло, в общем. Вот такая строчка, она туда-сюда едет. Можно обычным зигзагом. У меня этот трикотаж, поэтому я его сделаю так. Он тянется, чтобы не лопнула строчка. Вот. Наконец-то слово родилось. Кто знает, как куклу будут пихать в штаны, заталкивать. Нам надо сделать, чтобы все было прочное. Сейчас покажу значок строчки. Так, ну что, все? Нет, еще не все, не закончилась нитка. Надо же, третий эфир, и нитка еще не закончилась. А я все жду. Вот она, строчка получилась. Вот она такая. Тут у меня обычная, она машинная, обычная строчка. Прямая, просто она в несколько раз идет. Вот так, туды-сюда. Хорошо ей делать отстрочку одежды или подшивать джинсы. Она такая толстенькая получается. В общем, сейчас покажу, как она выглядит на машинке. А как она выглядит? Она никак не выглядит. Она просто вот такая строчка. У меня она на втором уровне. Номер 2 у нее, вернее. Так, сейчас мы делаем вот сюда зигзагом. Прошиваем. Она сразу и обметывать будет, и стачивать. Похоже, что
Нет, еще не похоже. Это просто нитка вышла. И все это я шью иголкой номер 80 или 90. У меня тут стоит для квилтинга. 90-очка, да. Лучше всего 80-кой шить. Тогда сошьется точно. Никуда ничего не денется. С этой стороны мы тоже шьем. Хотя, знаете, можно и сначала прострочить резиночку сюда. Я ее тоже зигзагом. А потом мы ее закрепим. Так, начали, и я ее подтягиваю. Теперь лишнее убираем. Главное не порезать резинку. Мы ее сразу и обметали, и пришили. Так, дальше идем. Дальше мы шьем шов средний. Не знаю, это задний, передний. В общем, задний, скорее всего, потому что тут у нас будет резинка. Видите, вон она. Так, а что вот так вот мы и будем делать? Какая-то она. Давайте-ка ее загнем. И прошьем сразу. В общем, я ее решила на машинке прошить без... То есть ее можно было вставить через булавку. То есть прошить. Сначала сделать ей место для вставления, да, рулик такой, а потом вставить. Ну, как мы это делали с вами в предыдущих штанишках. А можно и вот так. Так, и мы теперь сделаем все зигзагом пока шьем. Теперь мы здесь их соединим. Шовчик. Чем хороша кулирка, да? Вот мы ее так и шьем. Потому что она тянется. Ткань не сухая. Она такая пластичная. Да, вот тут вот интересно получилось. Так, хорошо. Теперь вот так шовчик раздвигаем, шаговый шов, и тоже его прострачиваем. Все, пустая шпулька пишет. Закрепочки в конце обязательно. Мне хватило, девчонки, шпульки. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. И наряд мы сегодня с вами шили, который я планировала. Все. Теперь мы одеваем это все дело на куклу. Вот так вот. Кукла, ты где? Выходи. Резинку можно на куклу было измерить, чтобы нормально было ей одеть. Так, шов этот сзади у нас. А, и спереди у нас шов есть. Сзади шов вот этот спереди. Одеваем штаны. Можно без трусов их одевать.
лишние ниточки бы убрать. Так, вот такие получились штаники. Значит, вот тут сейчас надо еще зашить штучкой. То есть эти штаники у нас специально для нашей вот этой. Можно их сделать по фигуре. Но я не буду их делать по фигуре, они и так отлично смотрятся. Смотрите. То есть тут беленькая, там беленькая. Сейчас померю кофточку на другую сторону. То есть кофточка у нас разноцветная. И с беленькими штаниками она смотрится по-разному. И вот так, и так. И вот так. Так. Да, колготочки тоже сошьем. Кстати, сюда и носочки можно шить. Точно. Ну все, вот такие штаны получились. Вот такая кофта. В общем, с нарядами летними мы закончили. Вроде бы я вам все показала, как шить. Теперь пойдем шить дальше. Пальто, комбинезоны, куртки. Все. Мы в этот раз с вами очень быстро закончили. В этот раз. И звук не успел даже пропасть. Вот такая. Еще мы будем делать сандалики, носочки. Да, сандалики с носочками будет отлично смотреться. Ну что? Да, вот тут вот у меня получилось побольше забрала. Я переделаю чуть-чуть. Все, мои хорошие. Вопросы. Вопросы есть. Мы сегодня с вами до 10 часов управились. 3 эфира провели. Чувствуете? Чувствуете, какая у нас скорость? И, кстати, вот сюда можно какой-нибудь бантик завязать вот из этой же ткани. Или каким-нибудь цветом, там, зелененький. Или прям, кстати, можно даже шнурок пропустить и вот здесь вот сбоку вот так вот завязать. В общем, да, мне так вот сейчас приходит такая идея. Кстати, будет смотреться интересненько с такими шнурочками. Так, нам осталось с вами обуться, одеться, обувь ко всем образам придумать. И все. Ой, у нас батарея включена. Мне аж жарко. Ну что, мои хорошие, вопросы есть? А то мы что-то прям нереально быстро брюки эти сшили. Как-то нехорошо как-то получается. Надо было помучиться. Так, носочки. Да, носочки сошьем. Что, сейчас носочки? Давайте отдельным эфиром, чтобы у нас сохранилось, чтобы не искать потом вот так вот кучами, да? Хотя носочки шьются вообще очень быстро. Просто вот раз. Давайте сейчас сошьем. Что мы будем откладывать, да? Давайте. Я просто не строила выкройку. Мы сейчас прям так. Берем тканюшечку. Даже не так, а вот так. Так. И вот так вот мы ее делаем. То есть нам надо, чтобы нога вот прошла сюда. Вот таким вот образом. Так, пум, попала. Вам выкройку тоже, да, я так понимаю, нужно. И вот сюда мы пошли. Вот так ушли. Подлиннее сделаем, чтобы завернуть можно было. У нас будет пяточка. Сейчас я соображу. Так. Давайте попробуем сейчас один сшить, посмотрим, что получится. Потому что я думаю, что вот туда с пятой. Ну, у нас пятка не шибко-то выделяющаяся. Вот так сейчас отрежем, прошьем, посмотрим, что получится. Наденем на куклу, эксперимент сделаем. Так. И вот так. И прям шьем. Строчку я возьму свою вот эту вторую, которая... у меня нитка заканчивается, но надеюсь, сейчас хватит. Так, и вот здесь мы с вами должны будем сделать вот такой вот загиб. Вот таким образом. Или вот сюда, в эту сторону. В общем, неважно в какую сторону. Главное, что загиб сделать надо. Поехали. Так, я чувствую, что я уже не так еду, потому что у меня нога может не попасть. Ну, давайте попробуем. Просто надо было так же, как ноги шьем,
сделать там переход. И получится у нас гольфа целая. Вот так загибаю туда и шьем дальше. Тогда у нас будет красивый вот здесь сделан разворот. Сейчас оденем, посмотрим, что получается. Если что, переделаем, и я тогда выкройку вам пришлю. Теперь мы вот таким образом выворачиваем. У меня такое чувство, что он слишком узенький у меня сейчас будет. Он даже на куклу не полезет. Ну, ничего. Сделаем пошире, значит. Не такая уж это и беда. Да, это на совсем махонькую куклу. Меня слышно? Мне позвонили, и опять мог звук пропасть. Ну что, пробуем. Не налезет, сделаем пошире. Да, звук есть, отлично. Да, я не подрасчитала, сделала слишком маленький его. Сейчас попробуем натянуть все-таки мы. Все-таки натянуть попробуем. Возьмем ногу и туда ее толкать будем. Детям это, конечно, не понравится, кто будет одевать носки, надо их шире делать, в общем. Шире, шире. Да, поняла, что вот тут вот надо было вот так вот его потом прошить.